Канун Рождества 2017 года в одном из спальных районов Калифорнии был наполнен привычной праздничной суетой. В окнах уютных домов перемигивались разноцветные гирлянды, в воздухе витал сладковатый аромат хвойных веток и свежей выпечки, а жители городка спешили завершить последние приготовления к празднику. Однако на задворках одной из тихих улиц, у переполненных мусорных баков, разворачивалась совсем другая драма, далекая от рождественской сказки. Местные жители, выносившие мусор, случайно заметили в сумерках странное движение. В темноте, среди картонных коробок, пластика и выброшенных пищевых отходов, тихо и обреченно копошилось неведомое создание. Приглядевшись, люди в ужасе и замешательстве отпрянули. Из тени на них смотрело ссутулившееся, совершенно лишенное шерсти животное. На первый взгляд, это странное существо легко было принять за изможденного, заблудившегося в городских джунглях гиппопотама или за какую-то инопланетную кошку-сфинкса, выросшую до невероятных пугающих размеров. Кожа зверя была сморщенной, глубоко складчатой, серовато-темной и покрытой многочисленными ссадинами и ранами. Животное сильно дрожало от холодного декабрьского ветра, с трудом переставляло слабые лапы и изо всех сил пыталось найти среди мусора хоть какой-то съедобный оброненный кусочек. Очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. По правилам, заниматься проблемами уличных и попавших в беду диких животных должна была местная организация по защите дикой природы. Однако прибывшие на место специалисты лишь растерянно переглянулись и развели руками. Они регулярно имели дело с калифорнийскими енотами, заблудшими оленями, койотами и даже с опасными пумами, спускающимися с гор. Но это существо поставило опытных зоозащитников в полный тупик. Узнать в абсолютно безволосом, изнеможенном и глубоко несчастном звере медведя было практически невозможно. Чтобы не подвергать опасности ни горожан, ни самого пришельца, животное аккуратно иммобилизовали и отправили в специальный ветеринарный центр для выяснения личности и оказания экстренной помощи. Сотрудники Центра по защите диких животных позже признавались журналистам, что этот случай сбил с толку даже самых бывалых экспертов. Фотография несчастного зверя вызвала у всех настоящую растерянность. Врачи боялись худшего – неизлечимых генетических аномалий, опасных инфекций или онкологии, но до последнего надеялись на лучшее. Чтобы спасти загадочную мишутку, специалисты, не теряя драгоценного времени, обратились за помощью к лучшим профильным ветеринарам и дерматологам штата. В клинике провели полную диагностику, взяли множественные соскобы кожи и отправили образцы на анализы. Вскоре удалось окончательно определить вид и пол. Как оказалось, этот непонятный и пугающий зверек – самая настоящая самка американского черного медведя, также известного как барибал. Медведица осталась абсолютно без волос из-за запущенной, крайне острой формы чесотки. Это тяжелейшее заболевание было вызвано микроскопическими чесоточными клещами. Паразиты буквально въелись в кожные покровы, спровоцировав тотальное выпадение шерсти, непрекращающийся зуд и серьезные воспалительные процессы. Когда эта мишутка только прибыла в организацию, ее с большим трудом можно было назвать красавицей. У бедолаги была глубоко сморщена кожа, покрытая кровоточащими трещинами от постоянных попыток чесаться о камни и деревья. Но больше всего сотрудников поразила мордочка пленницы. Известно, что животные часто выражают свои эмоции ничуть не хуже, а иногда даже искреннее и нагляднее, чем люди. На мордашке у медведицы можно было прочесть всего две эмоции – глубочайшую тоску и беспросветную безысходность. Животное выглядело совершенно сломленным и, казалось, полностью смирилось со своей скорой гибелью. Дальнейший осмотр принес новые загадки. Специалисты определили по общему внешнему виду и небольшим габаритам, что возраст медведицы не более 1 года. Она казалась совсем еще несмышленым и маленьким медвежонком-пестуном.
Однако состояние зубов говорило об обратном. Зубы были достаточно изношены и стерты, что соответствовало параметрам взрослой особи. Это позволило ветеринарам сделать однозначный вывод: медведице на самом деле уже около 3 лет. Бедняга просто колоссально отставала в росте и физическом развитии. Тяжелейшее заболевание, непрекращающаяся боль, голод и критически ослабленный организм. Вот те ключевые факторы, которые привели к таким печальным последствиям и остановили нормальный рост зверя. Заботу о необычной пациентке полностью взяли на себя ветеринары. Они дали медведю-сфинксу ласковое и теплое имя – Элли. С этого момента началась долгая, кропотливая и ежедневная борьба за жизнь лесной гостьи. Лечение Элли требовало от команды не только высокой квалификации, но и огромного человеческого терпения. Дикий зверь, испытывавший адскую боль от каждого прикосновения, панически боялся людей. В первые недели Элли забивалась в самый дальний угол своего изолированного вольера, прижимала уши и тихо, жалобно порыкивала, ожидая от человека лишь новой опасности. Чтобы обработать ее пораженную кожу специальными противопаразитарными растворами и мазями, врачам приходилось проявлять невероятную изобретательность и осторожность. Постепенно, день за днем, ситуация начала меняться. Элли стали давать регулярные медикаменты, питательные капельницы и высококалорийную диету. В ее рационе появились свежие ягоды, рыбы, орехи, спелые фрукты и, конечно же, натуральный мед. Медведица быстро уловила связь между приходом людей в белых халатах и исчезновением мучительного зуда, а также появлением вкусной еды. Напряжение в ее поведении стало уступать месту осторожному доверию. В течение всего следующего года бедная медведица упорно пыталась вернуться к полноценной жизни и побороть тяжелые болезни. Команда спасателей затаила дыхание. В сердцах врачей теплилась искренняя надежда на то, что после восстановления Мишутку возможно будет вернуть в дикую природу, ее родную, естественную среду обитания. Радует, что Элли смогла преодолеть сильнейший психологический стресс и травму, полученные во время бродяжничества. Рождество 2019 года она провела уже совсем в ином настроении, абсолютно спокойно, упитанно и в тепле, в отличие от прошлого Рождества, которое ей пришлось праздновать под капельницами и строжайшим контролем ветеринаров в стерильном боксе. К этому моменту ее сморщенная серовя кожа очистилась, зажила, и на ней начал густо расти пушистый, глянцевый черный мех. От прежнего лысого бегемота не осталось и следа. Перед врачами стояла задорная, ухоженная и грациозная медведица. Однако долгий период лечения, сильное отставание в физическом развитии и необходимость постоянного контакта с людьми сделали свое дело. Элли слишком привыкла к заботе человека и утеряла ключевые навыки выживания в суровом диком лесу. Выпустить ее в дикую природу означало обречь на новую опасность. Поэтому в том же 2019 году Элли отправили на новое место жительства, в просторное специализированное ранчо, которое принадлежит Обществу защиты животных. Там, среди дубовых рощ, холмов и чистых водоемов, для нее создали идеальные условия, максимально приближенные к естественным, но под ненавязчивым и безопасным присмотром специалистов. Именно на ранчо Элли раскрыла свой истинный характер. Из понурого и печального зверька она превратилась в настоящую хозяйку территории. Сотрудники зоозащитной организации быстро дали ей новое прозвище – «Медведица с характером». Оказалось, что Элли обладает невероятно упрямым, любознательным и жизнерадостным нравом. Она с удовольствием исследует каждый уголок своего обширного участка, обожает устраивать шумные купания в местном пруду, кататься по траве и своенравно требовать добавки, если предложенное угощение приходится ей особенно по вкусу.
Специалисты и сегодня прогнозируют, что Элли будет жизнерадостной, энергичной и активной медведицей до самых преклонных лет, несмотря на все беды, боли и одиночество, которые ей пришлось перенести в самом начале своей жизни. Мы питаем огромную надежду на то, что Элли сможет и дальше жить полноценной, безопасной и счастливой жизнью, ежедневно доказывая, что доброта, забота и любовь способны исцелить даже самые глубокие раны.